Есть вещи, о которых эксперты предпочитают молчать, не говорить на широкую аудиторию. Однако большинство моих подписчиков, а также зрителей моих стримов хоть раз написали фразу «а себя слабо разобрать». Ребята, фактически вы хотите распять меня моими же собственными руками, то есть вот этими профессиональными руками. Поэтому только сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я раскрываю запретную тайну своего характера, используя исключительно строгие законы чтения лиц. Потому что я, Лизавета Царькова-Голофаст, я приветствую вас на своем канале, подписывайтесь, давайте смотреть на это вместе. Я тренер по гимнастике для лица, а также практикующий физиогномист. И сегодня тема физиогномика моего лица. Распни ее, распни. Для кого-то, возможно, это видео будет развлекательным, для кого-то это видео будет размыслительным. Возможно, кто-то найдет среди моих черт лица что-то общее с ним, и вам это будет просто полезно, познавательно, потому что часть контента на моем канале имеет характер обучающий, не только развлекательный, да, но и обучающий. Как физиогномист я читаю лица и составляю психологические портреты личности, слабые, сильные стороны. Провожу консультации индивидуально и для пар. Консультирую мам по поводу детей, вот детей по поводу мам, выбор партнера. Все это есть в моем ассортименте. Также я разбираю лица известных людей, политиков, людей, которые отличились каким-то скандалом на мировом уровне, и это все вы можете посмотреть на моих плейлистах. Вот здесь вот есть этот плейлист, пожалуйста. Из последних у меня был Кирилл Буданов, у меня был Сырский, у меня был Михаил Драпатый, у меня был Михаил Федоров, у меня были испанские политики, Маск, Эпштейн, все были. У меня на канале вы найдете полностью весь этот материал. А сегодня, смотрите, я бы хотела остановиться не только на своих сильных качествах, которые отображены на моем лице однозначно, но и на тех, о которых люди говорить не хотят. Поэтому вы сегодня в эксклюзивном, так сказать, формате об этом узнаете. Итак, среди перечисленных характеристик у нас будет лоб, нижняя челюсть, брови, нос, подносовой желобок и уши. Ну что ж, начнем. Берите попкорн. Жду аплодисментов. Также я принимаю поздравления с тем, что завтра, 18 августа, этому каналу исполняется первый год его жизни. И мне будет приятно почитать ваши желания, ваши пожелания, ваши поздравления и ваши рекомендации. Естественно, с определенной долей критики. Итак, поехали. Я хочу предложить немножечко другой формат, не такой, в котором я обычно разбираю лица известных людей. Смотрите, я буду называть лицевой маркер, а части нашего лица называются, черты лица называются лицевые маркеры на физиогномике, да? А вы знаете, да, что физиогномика – это метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица определить особенности характера человека, слабые, сильные стороны, талант и так далее, совместимость, возможные направления деятельности, самореализация, максимально эффективный, это все есть. Я называю черту, я называю характеристику, и я делюсь примером из моей реальной жизни, из моего реального опыта. Возможно, это кого-то вдохновит. На что я очень мало рассчитываю. Я больше рассчитываю на ваши лайки, комментарии, бонусы, подписки и так далее. А также делитесь моим каналом и не забудьте об этом, потому что кроме вас тоже другие люди хотят это знать. Итак, первый маркер – лоб. Лоб у меня маркируется как высокий. То есть мы говорим о физиогномике не только о размерах лицевых маркеров, но и о их пропорциях. Лоб у меня маркируется как высокий. Это не самый высокий лоб, но он высокий. Высокий лоб – это значит сильный, мощный, интеллектуальный потенциал. И поверьте, у меня мозг работает как машина. Просто вот здесь иногда, мне кажется, как говорят испанцы, симпарар, без остановки. Просто без остановки. Он производит идеи, он анализирует схемы, алгоритмы. Это все мое. Но я вам обещала провальные характеристики. Так вот, обратная сторона людей, моя лично, и людей, у которых высокие лбы, это повышенная рефлексия. Это бесконечное сомнение, это бесконечный самоанализ, это самокопание. Это постоянно идет вот это вот мыслительный процесс, а тому ли я дала. Да. То есть даже если решение уже принято, оно более чем обосновано, я все равно могу продолжать сомневаться, я могу бояться, потому что сомнение
они влекут за собой страхи. Большое количество мыслей и идей тащит за собой большое количество страхов. Понимаете? Поэтому я могу очень долго думать над чем-то, даже если решение уже принято. И люди, отличающиеся импульсивностью, они таким не страдают, а я от этого сильно страдаю. Но с тех пор, как я получила свой первый физиогномический портрет и начала разбираться с собой, вникать в детали особенностей своего характера, я научилась использовать это, смотрите, в свою пользу и уменьшить деструктивное влияние, уменьшить. То есть я не могу сказать, что я полностью контролирую свою повышенную рефлексивность. Нет, это невозможно от нее избавиться. Пока есть мозг, он работает, он нагружен. Но с другой стороны, во-первых, я себя приняла такой. То есть, да, я такая. Вот я такая. Принятие в нашем деле, это очень важно. Принятие вообще очень важно в любом деле, я вам хочу сказать. И знаете, люди после моей консультации по физиогномике, получив свои психологические портреты, они выходят выдохнувшие, такие говорят, фух, оказывается, со мной все в порядке. Так вот, со мной все в порядке, я такая, это моя природная настройка. Мне просто надо научиться, чтобы она не влияла на мою жизнь плохо, то есть останавливать эту рефлексию. И я этому научилась. Не всегда работает, но я знаю, когда мне это нужно сделать. Понимаете? Вот вам высокий лоб, нижняя челюсть. Обратите внимание, моя нижняя челюсть калибруется как средняя между средней и мощной. То есть она более мощная, чем средняя по мощности. Что это значит? Нижняя челюсть – это наша армия, это действие, это способность к атаке. У меня этот показатель выше среднего. Это способность удерживать внешний стресс, удерживать давление обстоятельств и удерживать, не сыпясь, не раскисая, не уходя в депрессию, не ломаясь. Понимаете? С другой стороны, это способность оказывать давление на обстоятельства, давление на людей, пробивать личные границы других людей. Я их пробиваю тоже нижней челюстью, чтобы вы думали. Вот. И это создает проблемы в отношениях, потому что вот этот напор, это не упорство, это упертость. Вот этот напор, он пугает людей и он разрушает. И у меня такое было, и я вынуждена была, первое, это принять по предыдущей схеме. Второе, научиться себя сдерживать и контролировать. Потому что эта характеристика хороша, когда мы достигаем каких-то показателей, каких-то вершин, какого-то успеха. Это абсолютно паршивая, провальная характеристика в отношении с другими людьми, потому что их это ранит, а мы этого не замечаем. Я долгое время не замечала, что моя упертость ранит других людей, и я их не слышу. И вот как раз этот момент других и ранит, понимаете? Тем не менее, я принимаю себя такой, и я работаю над этим. Проявление сильной стороны я обещала примеры. Самый свежий и самый сильный, такой самый яркий пример – это эвакуация меня с детьми из Украины, когда в Украине началась война в конце февраля 2022 года. Через 3 недели, в середине марта мы с детьми, через 2 недели мы с детьми выехали. Смотрите, я никогда не была за границей. Никогда. Я никогда не была за границей одна без денег с 2 маленькими детьми. Я человек, как объяснить, стратегии дальнего просчета и так далее, и мне нечего было просчитывать. Это был совершенно полностью неизвестный мне опыт. Я просто сильно испугалась. То есть у меня сработал инстинкт самосохранения, у меня сработал материнский инстинкт. Я схватила детей, схватила минимум вещей, чтобы мы могли их поднять и перенести в случае чего, или если надо бежать. И мы выехали на Польшу. Далее из Польши мы приняли решение эвакуироваться дальше в Европу, и это была Испания. Мы приехали в Испанию, не имея ни одного знакомого человека, ни одного контакта, не зная языка. Новая культура, о которой мы знаем очень, знаете как, из истории и географии, что столица Испании это Мадрид, а в Гранаде есть Альгамбра. На этом заканчивались наши познания про Испанию. Мы приехали, начали жить здесь с нуля, с чистого листа. И моя психика выдержала все это. Понимаете? А знаете почему? Почему я рискнула пойти на этот шаг? Потому что я знала, что я могу на себя рассчитывать. На себя я могу рассчитывать. Я знала, что во мне вот есть вот этот ресурс, что я справлюсь. Справлюсь без посторонней помощи, я имею в виду психологической. Мне не понадобится ни няньки, ни кто-то там. Да, мне было сложно, но так как у меня достаточно мощная, достаточно сильная нижняя челюсть,
я прожила абсолютно все сложности, которые касались интеграции и взаимодействия с представителями Красного Креста и местными в начале нашей жизни. Это спасло мою психику, у меня нет депрессии, не было, и у моих детей нет никаких проблем, связанных с эвакуацией, потому что их мама выстояла, это все выдержала, и им ни моя повышенная тревожность, ни мои колебания не передались. Я себе этого не позволила, но у меня была для этого хорошая база. Люди, у которых этой базы нет, к сожалению, сыпались. Понятно? Далее идемте просто сверху вниз. Обратите внимание на мои брови. Значит, смотрите, правая бровь у меня нормальная, она ниже, она говорит о том, что я вникаю, погружаюсь в вопросы, в рабочие вопросы, в вопросы своей профессии, своего бизнеса, своей профессиональной реализации. Это нормально. А вот левая бровь у меня поднята. Более того, раньше она была вот здесь, вот где-то вот здесь. То есть у меня вот такое было вот личико такое раньше. Это было давно. Я занималась потом фейсбилдингом для того, чтобы опустить эту бровь. Но причина поднятой брови на самом деле знаете в чем? Я сейчас просто раздеваюсь. Я сейчас просто раздеваюсь. Причина поднятой брови в том, что я была инфантильная, потому что высоко поднятые брови у нас в физиогномике значит целенаправленный уход либо подсознательный, сознательный, либо подсознательный уход от ответственности. И я в личных отношениях, а левая сторона лица у нас отвечает за нашу семью, за наши отношения с собой, с партнером, за наш дом, да, личная часть нашей жизни. Я уходила от ответственности в личных отношениях. Мне это стоило очень дорого. Об этом есть отдельная история, я сейчас ее касаться не буду. Но эта история заставила меня взрослеть. И я начала взрослеть. И в процессе, да, я начала взрослеть, извините, в 35 лет. Я вам говорю, я раздеваюсь. Давайте, накажите меня. Так вот. Я добавила фейсбилдинг, гимнастика для лица, по которой я являюсь тренером, и у меня есть целый плейлист, да, вот, техники естественного омоложения, пожалуйста, там качественный контент, он весь практически, там нет никакой теории, все отработано. Так вот, я начала делать специальные упражнения, и у меня эта бровь в связи с тем, что я начала взрослеть, она стала опускаться. То есть я разработала мышцы, поставила их на место, здесь был очень сильный спазм, и видите, у меня сейчас брови еще не симметричны, но хотя бы что-то похожее. Но раньше это был просто трэш. К сожалению, тех времен фотографий там почти не сохранилось, так показала. Ну ладно, понимаете, да? О чем я? И да, я это тоже приняла. Потому что когда ты принимаешь свою инфантильность и говоришь, да, я инфантильный. Отсюда начинается точка роста. Что вы думали? Нос. Смотрим на мой нос. Обратите внимание на кончик моего носа. Ой, у меня есть такое классное видео, называется «Кончик носа Михаила Федорова». Обязательно посмотрите его, обязательно. Я там говорю про кончик носа, но у меня ситуация немножечко другая. У меня кончик носа тоненький и вздернутый. Он не так, чтобы тоненький, но он такой тоненький. И немного, видите, профиль фотографии вздернутый. Это говорит о том, что я способна, и у меня это встроенная функция, встроенная настройка, добывать нужную мне информацию, тонкую информацию, детальную информацию, информацию, которая мне важна, добывать ее любыми путями. Поверьте, я допросы устраивала. У меня, когда я работала на своей прошлой работе, мне там нужно было общаться с людьми в формате допроса. Об этом мы поговорим в следующий раз. Да. Я работала в силовом подразделении. Вот. Так вот, всю информацию, которую мне нужно добыть, я добуду. Но согласно форме моего носа, которая говорит о том, что я наивная, я открытая, у меня критическое мышление отсутствовало, кстати. И благодаря физиогномике я научилась проверять слова людей, чтобы не доверять им вот так вот с лету. Так вот, задротый кончик носа еще говорит о том, что моя открытость, я настолько открыта, что я могу вот информацию, которой я владею, взять и раздать, и поделиться. Я не говорю о секретной информации, нет. Отношения между мной и другими людьми – это строго засекречено, между мной и клиентами. Это супер конфиденциально. Но если есть какая-то информация, например, физиогномика, например, разбор лица Лукашенко, который вы тоже видели у меня там в плейлисте, или разбор лица какого-то другого, вот мне срочно этим надо поделиться, потому что я знаю, что эта информация эксклюзивная, я знаю, как я ее раздобыла, но вот меня прет, и мне срочно ее надо отдать в народ. Я думаю, что те, кто смотрят меня регулярно, они это уже заметили. Понимаете, да?
Дальше, следующий лицевой маркер, подносовой желобок, смотрите, какой он у меня. Он у меня длиннее среднего, не самый длинный, но он длиннее среднего. Много раз мы касаемся этой темы. Значит, пространство между бороздками у меня говорит о том, что я тонкий интуит. То есть я собираю, чувствую информацию, то, что надо, чувствую, беру то, что надо. Но высота подносового желобка говорит о том, что я авантюристка. Да, и я в некоторых видео, я говорю, я авантюристка. Что значит авантюристка? Я опускаюсь во всякие нелегкие до того, как я просчитала, что бы то ни было. Я не просчитываю наперед. Не просчитываю. Вот никак. Есть люди, которые сначала думают, считают, простраивают схемы. Да, нет, там балансы, вот это вот все. Я этого не делаю. Ну, вот как-то так, у меня не срослось. Мне гораздо проще зайти в середину ситуации и там уже по ситуации разгребаться. И делаю я это абсолютно интуитивно. То есть я знаю, в какие ситуации мне имеет смысл входить. Вот как работает эта интуиция. Знаю. Но то, что я заранее не продумываю, иногда играют со мной злую шутку. Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Например, есть какой-нибудь проект, и вот есть два человека. Один сидит, думает, пойдет, не пойдет, а второй просто идет и делает. Вот идет и делает, это я. И вы знаете, все мои проекты, они пошли. Какие-то были более успешные, какие-то менее успешные. Некоторые были провальные, но их было очень мало. Я даже, честно говоря, сильно так и не помню. Ну, что-то было такое, никакое. Вот. Но в то время, которое другие люди, там, суперинтуитивные, с коротким подносовым желобком, пока они продумывают, а стоит, не стоит, а какой там перспективы, пока вот они это все думают, решают, да, я уже получила практический опыт. Я уже думаю, что мне с этим опытом делать. То есть я уже имею фидбэки, я уже там нагребла обратные связи и уже думаю, что с ней делать. Вот. Поэтому смелость, да, авантюризм. Вот это несколько сторон одной медали. Подносовой желобок. Далее. Раз, два, три, четыре, пять. Вот мы с вами подошли к ушам, к последнему маркеру, на котором я хотела заострить ваше внимание. Обратите внимание на мои уши, пожалуйста. Вот они такие. Одно ухо у меня проколото, поэтому некоторые думают, что я потеряла сережку. Я не теряла, у меня вообще всех сережек по одной. Остальные, да, я на шею цепляю в качестве кулонов. Разбираю, цепляю. Всю свою жизнь так. Вот. Так вот, уши, смотрите. У меня интуитивные уши. Я улавливаю они достаточно большие. Они не самые большие, но это не маленькие и не средние. Они длинные, то есть вытянутые по вертикали, немножечко расположены под углом. О чем это говорит? Я способна чувствовать будущее. Потому что у нас на лице есть 3 интуитивных маркера. Это уши, это нос и это губы. Губы чувствуют здесь и сейчас и хороши на прямых продажах от клиента к клиенту, от бизнеса к клиенту, от человека к человеку. Нос чувствует немножко на расстоянии, а уши чувствуют то, что уже не может почувствовать нос. То есть гром, который гремит на другой стороне города, уши слышат, а нос запах грозы еще не чует. Вот для того, чтобы вы сориентировались. Так вот, какую роль сыграли мои уши в моей жизни? Первый пример приведу. Помните времена ковида, когда нас всех закрыли? Множество людей остались без работы, множество людей вынуждены были работать из дома по интернету, множество людей вынуждены были перенести свой бизнес в интернет, в онлайн. Я за 2 года до ковида, я не знаю, каким образом, подождите, 15-й, 16-й, в 16-м году, за 4 года до ковида, я не знаю, каким образом, не знаю просто. Я просто сидела и думала, каким я хочу видеть свое будущее, каким, где я хочу видеть себя, как я хочу себя реализовывать. Я задавала себе эти вопросы, и я получила для себя ответ, просто не знаю откуда, я ни с кем не общалась тогда, что я хочу работать, жить и работать в онлайне. Вот в онлайне. Я человек очень ленивый. Я не люблю вот это тратить время на транспорт, куда-то ездить, на работу, по 1,5-2 часа, машина, не автобус, мне важно, я этого не хочу. У меня 2 детей, я не могла их оставить, они были на мне, они были очень маленькие. Вот. Поэтому вопрос офиса я для себя сняла. Я работала в офисе, но я уже тогда думала, как я могу выйти в онлайн. И вот, я перебираюсь работать полностью консультации, полностью весь свой фейсбилдинг, все уроки всех учениц, все переношу в онлайн. И это произошло в 2019 году. А в 2020 году грянул ковид.
И люди, которые не умели работать в онлайне, не знали, как там себя вести, не знали, что делать в социальных сетях, потому что у нас место для общения с улиц, офисов, парков и кафе переместилось в социальные сети. А я уже знала. И я тогда, когда люди теряли деньги, у них рушились бизнесы, я тогда заработала за первый месяц ковида денег больше, чем за предыдущие 3 месяца нормальной работы без ограничений. И я продолжала зарабатывать в онлайне. Представляете? Как я проинтуитила? Я не знаю. Но я прочувствовала как-то вот наперед. Вот мои уши – это чувствование будущего. У меня нету способности к сверхдальним прогнозам. 10 лет нет. Но я приблизительно рассчитывала, ну, вот где-то 5-8, что-то такое. И я не просто не ошиблась, я получила массу бонусов от вот этого интуитивного ощущения, что будет происходить. Я видела будущее? Нет, я думала об этом. Нет, но я думала, как бы я хотела себя видеть. Вот поймите, услышьте сейчас меня. И второй интуитивный абсолютно шаг, который я не могу совершенно себе объяснить ничем, кроме как умением прочувствовать момент, когда надо начать. У меня уши прижаты, видите? А это сыграло роль. Потому что если бы они у меня были более оттопыренные, было бы гораздо более медленнее. О том, чтобы выйти на YouTube, пример очень простой. Вот он перед вами, вот здесь. Чтобы выйти в YouTube, я мечтала 4 года. 4 года. Да, я морочила сама себе голову. И вот год назад, который я вот буду отмечать 18 августа, я начала вести канал, я начала создавать контент, продолжаю, собственно, по сей день. И сегодня, смотрите, какая интересная вещь получилась. Множество моих знакомых из Фейсбука мне говорят: ой, мы бы тоже хотели выйти на YouTube. Ой, мы тоже хотим YouTube. Вот. Я говорю: так я вот вышла, давайте и вы можете, и есть материал. Но они все сомневались, все откладывали. А я уже здесь монетизацию подключила, такая довольная. Что происходит? Вы все знаете, или не все, неделю назад YouTube поменял входные правила для монетизации, увеличил пороги с 4000 часов просмотра до 8. По меньшей мере, сколько-то там, с 10 миллионов шотов за 90 дней до 20. Это очень высокие входящие пороги. Я и старые едва преодолела, но я их преодолела. И тут получается, что новые правила стартуют 1 февраля, и по большому счету люди, которые вскачут сейчас развивать свои каналы, это последний вагон. А у меня уже все готово. Кто мог это предусмотреть? Да никто. Я что, в Ютубе разбираюсь? Нет, у меня вообще знакомых блогеров, таких же девочек, как я, 2 человека. Все. 3. Вот, но я это как-то прочувствовала, что вот он момент, который сейчас надо схватить, и это благодаря моим ушам, потому что это дальнее прогнозирование, дальняя интуиция, и она сыграла мне на руку, понимаете? Если вы хотите знать свой психологический портрет, знать свои сильные и слабые стороны, где вы можете раскрыть таланты, милости прошу на консультацию. Все очень просто, вы мне пишете, и мы взаимодействуем. Понравилось вам, как я так себя лихо разобрала? А? Обязательно напишите мне поздравления с моим 1 годиком, да, и обязательно напишите, что именно вам понравилось больше всего. Понравился ли такой формат, понравилась такая подача. Потому что мне ваша обратная связь, конечно же, важна. Благодаря вашим комментариям я генерирую новые интересные видео, которые интересны конкретно вам. Вот вы просили, вы получили. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на меня, давайте вместе идти дальше. И до новых встреч!